Всем привет, меня зовут Пападос, и это новости про будущие изменения игры Valheim. И начнем мы с того, что на официальном твиттере разработчиков Valheim было опубликовано небольшое обновление роудмапа на 2021 год. Первым апдейтом игры станет новые рецепты еды для здоровья и будут добавлены новые элементы постройки домов. Но и также говорится, что улучшат уже имеющийся ассортимент. Студия хочет принести больше разнообразия для обустраивания домов и всего, что касается комфорта. Ожидаем новые крафты предметов, мебели и элементов декора. Второй апдейт, Культ Волка. Точно еще не ясно, что это именно означает. Но смею предположить, связано будет с каким-то ивентом в игре, в виде косвенного сюжета игры. Ну или апдейт будет для любителей, как я, развести кучу волков и ходить с этой стаей на разных боссов. Третий апдейт – корабли и море. Добавит в игру новые виды кораблей. Сколько их будет точно, разработчики не говорили. Как минимум 2 корабля точно добавят. Мне так кажется. А еще, скорее всего, добавят морских монстров, с которыми мы будем сталкиваться чаще, чем на сегодняшний момент. Так как на данный момент в биоме океан лишь один агрессивный монстр. Если хочешь узнать все про биом океан и какие ресурсы можно добыть, кликай по подсказке вверху справа на экране. Четвертым апдейтом игры станет добавление нового биома – туманные земли. Скорее всего, вы их встречали. Мрачные темные земли, высокие деревья и море паутины. Пишите в комментариях ваши теории, какие будут там монстры и кто станет шестым боссом в мире Valheim. Еще после всех апдейтов мы видим надпись: если Один захочет, то будет многопользовательские взаимодействия, боевые улучшения, добавят фазы Луны, смоляные ямы, добавление новых предметов в инвентарь продавца, добавят разбойников, как они будут выглядеть, еще неизвестно. Больше уникальных локаций, режим песочницы, ворон преданий и видим мы особенный гость Ганлери. Если кто не знает, это одно из имен самого Одина, и выглядит Ганлери вот так вот. То есть Ганлери мы в игре уже встречали. Нас ждут небольшие правки баланса в игре. Разработчики хотели бы видеть более тактичный подход к сражениям с мобами. Возможно, будут также еще один апдейт боссов, чтобы сделать игру более сложной, что в итоге понадобится более тщательно подготавливаться для боя с боссом. Также разработчик сообщил о нерфе такого оружия, как лук. Надеюсь, изменения затронут только урон от стрел, ибо это единственное оружие для борьбы с мобами на средних и дальних дистанциях, способных наносить хороший урон. Надеюсь, данное оружие не превратится в помойку. В том же Твиттере и на Reddit разработчики дают ответы комьюнити Valheim на часто задаваемые вопросы. Разработчики не планируют давать игрокам возможность переносить руду и другие непереносимые ресурсы через телепорт, аргументируя тем, чтобы игроки создавали новые базы на исследованных областях, а не тащили все ресурсы в одно место. Отдельных слотов под армор не будет. На данный случай, кому надо, можно будет установить такие моды, ссылка будет в описании. В будущем новые биомы не будут добавлены на исследованные миры, а значит, игрокам либо надо будет заново проходить на других серверах, или создавать новый мир и исследовать только новый контент. Все последующие обновления ожидаются до конца года, но нет ни одной точной даты на крупные апдейты, так как разработчики заняты на починке багов, фиксов и устранении проблем с серверами. Ближайший патч выйдет в течение этой недели. На этом самые важные новости подходят к концу. Ну а вы не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик и ставить лайк. Ну либо 2 раза нажать дизлайк. Так я буду видеть, что данный контент вам нравится и буду максимально стараться улучшить его. Ну а с вами был, есть и будет Пападос. Всем пока!